Всем привет, это опять я. В этот раз Охотское море и рыбалка. Это место называется мыс Свободный. Для местных жителей, кто вот на юге тут живет, это такое вот, скажем так, одно из основных мест рыбалки. Я тут шел и вот увидел стайку сиучей, хотел вам показать, но они все сразу, вон вдалеке бошки уже торчат, сразу ушли на нырок, как только меня учуяли. И все, уже близко не подпустили. Мне вон туда, на сам мыс Свободный вдаль. Там маяк Тонин. И вот на фоне маяка хочу порыбачить. Очень хочется поймать треску и поесть тресковые печенки. Они просто огромные. Гигантские. Гигантские звери. Вот моя финальная точка. Это мыс Свободный. На этом мысе маяк Тонин. И вот здесь, возле маяка, я сегодня планирую покрутиться, поискать треску. Но если не будет трески, я соглашусь и на любую другую рыбу. Прогноз вроде сегодня обещал, не особенно сильный ветер, поэтому я надеюсь, море не разболтает. Механизм поиска рыбы у меня прост. У меня вот такая вот гирлянда. На ней 4 наживки. Внизу пилькер, но на пилькере наживки нету. Это чтоб не было зацепов за дном. Я это все роняю на дно. И одновременно роняю на дно эхолот. И начинаю смотреть. Суть в том, что рыбы достаточно. Важно найти ее скопление. Поэтому одиночные поклевки, случайные ненужные мне рыбы, в данном случае это будут терпуги, зайцеголовые терпуги, они мне не нужны. Я хочу треску. И я хочу эту точку найти со скоплением и забить ее в навигаторе и встать туда на якорь. И потом уже стоять все оставшееся время на якоре на точке, которая себя покажет работоспособной, и ловить там треску. А в эхолот смотреть просто, он у меня подключен к смартфону. Ну-ка. Угу. Тут показывает залив Мордвинова. Глубина 19. О, первые поклевки. Только поклевки слабые. Так, и что на дне? О, вот здесь видно, что он показывает, что на дне очень много рыбы. Но вот это, скорее всего, та рыба, которая у меня сейчас уже схватила приманку и тащит ее. Да, вот уже прям конкретно как тащит. Это, скорее всего, вот видите, как удочку качает. Скорее всего, не то, что нам нужно. Ну и засветки маленькие. То есть по засветкам сама рыба не крупная. Видимо, там уже на каждый крючок понацеплялась, потому что идет с большим трудом. Вот. Фрикцион уже отстукивает. Интересно, я сегодня от трески поем или буду терпугов таскать со дна со страшной силой? Ну-ка, кто там у нас? 19 метров, в принципе, не глубоко, и будь там одна рыба, я бы ее уже давно поднял. Но там, видимо, не одна рыба, поэтому тащу аккуратно и долго. Да, так и есть. Рыба не одна. Это голубые окуни. Все. Такого, не скажу так, что большого размера. Они нам не нужны сегодня. Хотя, парочку, скорее всего, все-таки возьму. Либо буду брать, если не будет попадаться треска. Так, давай. Отпускай наживку. Кто беспокоится о том, что у таких рыб при отпускании типа они подохнут от баротравмы, то есть от перепадов давления, можете не беспокоиться.
такой глубины и такой скорости выматывания недостаточно, чтобы у окуня была баротравма. А у рыб типа камбалы, например, баротравмы нет вообще. Она и не подвержена. А вот уже наконец попалась плановая рыба. Это минтай. У него, конечно, печень поменьше, чем у тресковой, но он тоже сегодня вот идет улов вместе с треской. Отлично. Сейчас вот отобью эту точку в навигаторе, пройдусь еще немного. Если ничего лучше не поймаю, вернусь и буду здесь сидеть. Кто-то крупный, ну вот кто, пока непонятно. Уже сквозь воду вижу, кто. Вода, конечно, сейчас увеличивает. Кажется, что он вообще огромный. На самом деле он, конечно, огромный, но видал и побольше. Это кирчак-яок, по-местному бычок. Так, ну-ка, давай, братан. Вот такая вот дура. Вот пиявки по нем ползают. Костяная башка. Так, ладно, мы его в улов не берем. Пускай плывет. Еще и обрызгал. Ё-моё, где благодарность-то, а? Вот это вот неожиданная поимка. Ну и какая? Это камбала, которая традиционно тусуется на песчаных грунтах. Подо мной камень. Поэтому, скорее всего, залетная. Да еще и забагрилась. Ну, знаете, я возьму. Я камбалу всегда беру. Для меня она прям самая приятная рыба. Вот это у нас очередной ментайчик приплыл. Ментаюшка, ментаюшка. Ему я рад не меньше, чем треске. Правда, с его печенью придется возиться побольше. Весь облеплен паразитами. Ну, есть вот пиявки, а есть вот такие вот морские клопы. Так что в целом ничего удивительного. Ну, отлично, отлично. Главное, вот точка найдена, где вот эти гаврики клюют. И отлично. Знаете, бывает такое, когда сообщил космосу о своих планах, но уточнить не уточнил. И космос воспользовался неточностями в контракте. Треску-то я поймал, но не такую, какую хотел. Тем не менее, такую я беру на жарку. Она вкусная. То есть она и весит уже около 300 с лишним грамм. Это то, что нужно уже. Море уже не кисель. Море уже ветерок такой свежий задувает. Ветер переменился почти на 180 градусов. А у меня по-прежнему клюют прекрасные минтаи. Правда, минтай не так часто клюет. Ему мешает клевать окуни и терпуги. Окуней и терпугов я отпускаю. А вот минтайчиков с радостью беру. И так и жду свою треску. Может, и попадется. Вот кто-то неплохого размера клюнул. Не сказать, что гигант. Но сопротивляется приятно. Ну-ка, кто это у нас? Ага! Так. Вот уже хорошо. Уже отлично. Это треска. Это маленькая треска, но больше моей предыдущей трески и поменьше минтаев пойманных. Но в целом зачет. Отлично.
В ней уже печенки, ну, на одну порцию. Поэтому печенки, как минимум один я уже поем. Ну-ка, кто там у нас? Опять ментайка. Сначала было подумалось, что крупный, но нет. Размер средний. С якоря у меня так и не получилось его ловить. Он с якоря вообще у меня отказался клевать. Но вот если проходить дрейфом примерно одну и ту же территорию раз за разом, то ментайка поклевывает. Ну, хоть так. Вот какая-то, судя по всему, нормальная рыба. Так-то сложно судить, что это за рыба по весу, потому что тут крупных рыб много. Поэтому всегда судишь по амплитуде тряски головой. Вот перед вами ментайчик, у него амплитуда тряски головой большая, поэтому он удочку качает сильнее. А допустим, у окуня вот такого же веса, потому что вот ментайчик, ну скажем так, небольшенький. Вот такого же веса окуня нет той амплитуды тряски головой. И он, когда и машет, удочка отыгрывает не так широко. Поэтому можно всегда судить, кто у тебя клюет. Сейчас ему надо надрезать горло и положить в ящик с водой. Правда, до воды он уже там не достает. Воды я сейчас ему немножко налью. Так кровь сливается лучше. Что ж такое-то, а? Почему, когда идешь за окунем, бывает еще иногда и за ним и побегать нужно. Когда идешь не за ним, он клюет как из пулемета. Судьба такая, видимо. О. Ух ты! Ух ты! Клевала, честно говоря, как мелкая рыбка. Прям так телепала. А вот сейчас вот бьет и ударяет, как, ну, что-то очень хорошее. Прям хорошее. Хотя допускаю, что это все-таки несколько рыб. Как уже сегодня было. Но несколько рыб все-таки по удочке так сильно не бьют. Они в разнобой тянут. Поэтому удочка просто постоянно напряжена. Но без каких-то акцентированных ударов. Я заинтригован. Сейчас посмотрим. Не, да, все-таки это несколько рыб, клюнувших одновременно. Один из них окунь, не нужен. Ой, елки-палки. Вот этот вот одноперый терпук не нужен. А вот там внизу на третьем крючке висел маленький ментай. Вот ментай был нужен. Елки-палки, а. Ладно, будем надеяться, что не последний. Опять одноперый терпук. Сегодня их что-то прям многовато. А погода все хуже и хуже. Чувствую, придется сматывать удочки уже сейчас. Время за после обеда. Волна становится только больше. Я уже отрыбачился. Вот тут свернул снасти. Я сегодня ловил на кастинговый комплект. Это Maximus Gravity Sea до 24 грамм. И катушка Tsurinoya Dark Wolf с плетней второго номера Gyosan. Вот такого комплекта вполне хватает, чтобы ловить треску там, ну, вплоть до 6 килограммов. В принципе, довольно уверенно с ним бороться. О, вот, даже какой-то
кораблик попер. Ну, на рыбацкий не похож. Интересно, куда пошел. Да и рыбаков внутри особенно незаметно, и удочки не торчат. Ладно. Эхолот у меня сегодня работал в режиме больше картплоттера, а не эхолота. Ну, грубо говоря, в море-то и так понимаю, что рыбы полно. А эхолот скорее показывал, где рыба клевала, а где не клевала, и как на эти маршруты заходить снова. Вот мой улов. В основном улов это минтай. Треска нормальная только одна. Ну вот одну камбалешку взял. По мне так очень даже не дурно. Я уже на берегу, и как видите, я почистил рыбу. Получилось так 7 минтаев, 2 некрупные трески и 1 камбала. Вот что было, что характерно в желудке у одного минтая. Это морская трава, водоросли. Короче, он, бедолага, либо с голодухи, либо с глупости ест траву. А вон местные духи. Здесь всегда рыбаки после рыбалки чистят улов и традиционно все бросают воронью, которая рада стараться. Вон, видите, все предыдущие головы побросал, но они пока крупные, они аккуратно к нему подлетают, боятся. Поэтому вот каждая сидит там, пытается свое сторожить, но не клюет. Ничего, я уйду, быстро съедят. Печенки совсем немного, и большая часть это печенка трески. У минтая она маленькая. Ну ничего, приеду домой, приготовлю. И почти во всех минтаях икра. Только один минтай с молокой. Я уже дома. Здесь сухо и тепло, и можно немножечко разобрать прошедшую рыбалку. Вот как вы видите, это южная часть острова Сахалин. А вот Южно-Сахалинск, где меня геолоцируют. Был я восточнее Южно-Сахалинска. Вот показано место залив Мордвинова. И от залива Мордвинова еще восточней есть такое место мыс Свободный. Ну, помните, там маяк, все дела. И вот мои сегодняшние треки. Ну, треками назвать это можно лишь условно, потому что все-таки помимо трека этот эхолот рисует карту глубин. И если бы я ходил здесь вот так вот часто, он бы вот весь этот пятак нарисовал бы мне вот полноценной картой глубин. На оранжевые треки не обращайте внимания. Это я забыл поднять эхолот из воды и на газах на лодке пролетел, и эхолот подумал, что там мелко. Поэтому не смотрите на это. А вот голубое и зеленое реально отражают положение дел. Вот как видно, вот самый густо мной объезженный участок, здесь как раз и были основные поклевки, причем только в дрейфе. На якорь вот на этом же участке вставал 2 раза, ни одной поклевки нормальной рыбы. Все поклевки вот на этом же участке, только в дрейфе. И дрейф был интересный. Видите, вот эти вот 2 линии длинные такие. Поначалу дрейф был по течению. Ветра почти не было, он слегка поддувал мне в спину. И меня несло в основном по течению. А потом ветер сменился на 180 градусов. И видно, вот следующие мои дрейфы, они вот этому почти перпендикулярны. Потому что все очень просто. Течение продолжает течь в эту сторону. Ветер разворачивается на 180 и бьет вам навстречу. И вас тянет и не по течению, и не по ветру, а по результирующей вот этих 2 сил. Поэтому вот каждый раз это был фактически перпендикуляр к направлению действия каждой из сил. Ну вот здесь вот что-то такая вот загогулина получилась. Видимо, в этот момент ветер подослаб, и течение все-таки сильнее в свою сторону толкало. В общем, сейчас вот интересно посмотреть. И вот в месте, в котором я имел массу поклевок, здесь вот такие вот есть интересные места, вот впадины. То есть вот прям такая хорошая впадина на ровном месте. А как мы знаем, рыба любит какие-то неровности рельефа. Ну и я надеюсь, еще 3-4 раза выйду в эти края и карту все-таки дорисую вот этих участков более-менее такую, чтобы можно было от чего-то отталкиваться. Прикольно, мне нравится. Ну и все это рисовал вот этот вот маленький мячик.
Он вот реально мал да удал. Как раз для таких рыбаков, как я, у которых все оборудование должно складываться в какие-то небольшие мешки. Вот он меня устраивает, помещается везде в рюкзаке. Он на рынке давно, у многих он уже есть. Если вы до сих пор не решались его купить, то сейчас у вас есть хорошая возможность. В описании к этому видео есть ссылка. Проходите по ссылке, вводите промокод Борис, и у вас будет скидка 10%. У меня, как можно заметить, уже вовсю кипит готовка. В дальней кастрюльке на водяной бане готовится печенка. Там в основном, конечно, тресковая. Минтаевую половину пришлось выкинуть из-за паразитов. Вот в этом сотейничке я приготовил бешамель. Ну, кто не знает, бешамель — это соус из 3 ингредиентов. Мука, масло и молоко. Самый простейший соус из всех, какой я знаю. Но я его еще хорошо так посолил и поперчил. А вот порубленные на куски, чисто вымытые, маленькая треска, вы ее помните, и ментайчик средненький. Чешую я с них не чистил, чешуя у них просто в блюде растворится, станет желеобразной и незаметной. Противень, в данном случае, конечно, не противень, а форма такая. В форму немножко картошки, масла, сверху выложить вот так вот кусочками минта и треску. Я это называю 3-рублевый рецепт, потому что все стоит недорого и очень быстро готовится. Ни на какое филе я не разделываю, потому что в данном случае это приведет к лишней потере сока. Валю как есть, вот просто кусками. Тут у меня мелко-мелко нашинкованный лук. И совсем немножко сыра. Сыр нужен в основном для запаха. А потом все заливаем густенько бешамелем сверху. Он еще горячий, только что кипел. И вот в таком виде, немножечко подровняв бешамельку сверху, там я вижу куски, на которые соус не упал еще, в духовку, ну так, наверное, минут на 15. Хотя я периодически в духовку буду поглядывать, и если я вижу, что уже пора, то я и раньше достану, а если вижу, что еще допечь, то еще и огоньку подбавлю. Достаточно смело говорил я про 20 минут. В итоге получилось так, что готовил полчаса почти. Дело в том, что минта и треска свежие и выпускают из себя много жидкости. И очень хотелось, чтобы эта жидкость хоть немножко выпарилась, выкипела. Вот видите, до сих пор как сочно все. И еще вот огромное количество сока плавает. А печенка до сих пор на водяной бане так и доходит. Ей еще минут 20. Ну-ка, что тут вышло? Минтайка вместе с корочкой. И получается, варился помимо этого соуса еще и в собственном соку. Каждый раз, когда кто-то говорит, что минтай кошкина еда, минтай там не очень качественная рыба, какая-то плохая, это они говорят про магазинного минтая. Магазинный минтай вот с настоящим минтаем, свежим, не имеет ничего общего вообще. Это просто две разные рыбы. Это как сравнивать, свежее яблоко и гнилое яблоко. Ну, примерно так. Я ненавижу магазинного минтая. Я каждый раз, когда мне доводится судьба как-то иметь с ним дело, я постараюсь побыстрее доесть и закончить это мучение. А вот и до печенки руки добрались.
Я сделал тост из корочки хлеба. Можно дегустировать. В отличие от магазинной, в ней видны вот все прожилки печеночные, такие вот остатки пленок. Но меня это не парит, это не влияет на вкус. Ну и на вкус, конечно, это совсем не магазинная печенка. Она не такая, ну, магазинная, как по мне, так получается, ну, не вонючая, конечно, а более богатая на запах. А это с таким довольно скромным запахом. Ну и тем более здесь смесь минтаевой печенки и тресковой печенки. Как-то так. Ладно, всем пока-пока, до свидания.